что недавно засняли над Землей камеры Международной космической станции. Как образуется огненный смерч и почему его нельзя остановить? Смогли ли ученые разгадать тайну самого жуткого явления в истории? И как выглядит первый призрак, подтвержденный наукой? Обо всем этом в этом выпуске. Черный день. 18 сентября 1938 года на Ямале произошло одно из самых жутких и необъяснимых природных явлений, которое так и осталось неразгаданным по сегодняшний день. Наука до сих пор не до конца разобралась, почему осенним утром полуостров вдруг на несколько часов погрузился в непроглядный мрак. Внезапно днем стало темно, как ночью. Длилось это загадочное явление не так и долго, этого хватило, чтобы хорошенько напугать ученых. В наступившей темноте у геологов и ученых не получалось ни сообщить о произошедшем по рации, ни запустить сигнальные ракеты. Над землей на малой высоте висели плотные тучи, в которых ракеты переставали быть видны и терялись. Многие люди в тот день увидели в произошедшем начало конца света. Основной версией долгое время считалась полоса космической пыли, задевшая Землю. Но позднее стало известно, что в тот день астрономические тела к планете не приближались. У современных метеорологов есть новая, более вероятная версия. По всей видимости, тьму создало облако, вызванное крупным пожаром. К сожалению, никакие документальные подтверждения этому феномену до наших дней не сохранились. Черный день стал неофициальным названием для очень редкого и потому практически неизученного атмосферного явления, а по-научному оно называется так. Локальное снижение прозрачности земной атмосферы. Природа у него, как предполагается, такая. Дым от горячих лицов поднимается и доходит до верхних слоев атмосферы. Там замерзает и в таком виде затягивается в общий круговорот циклонов и антициклонов. А через какое-то время он появляется и в совершенно неожиданном месте. Опускается и пугает людей. Звучит в общем неплохо. Хотя, конечно, простая обывательская логика приводит к ожиданию того, что при приближении к поверхности планеты этот дым должен бы обратно разморозиться и стать узнаваемым по запаху. Бранникл или палец смерти. В Арктике под водой висят весьма необычные сосульки, несущие опасность для обитателей океанического дна. Образование таких сосулек наука уже разгадала. Соль из ледников устремляется узкими потоками ко дну, замораживая морскую воду вокруг себя. Спустя несколько часов такой поток, покрывшись тонкой ледяной коркой, начинает напоминать сталактит. Палец смерти, достигнув дна, продолжает распространяться далее уже по дну. Данная структура способна за 15 минут уничтожить неспешные живые организмы. Для подводных животных этот феномен является одним из самых опасных. Молния — это очень интересное природное явление, на которое всегда интересно смотреть. Но куда интереснее посмотреть на молнию из космоса. Благодаря тем, у кого есть доступ к МКС, мы можем на это посмотреть. Ведь совсем недавно камеры оттуда засняли редкие молнии, синюю струю и эльфа. С помощью специальных приборов удалось запечатлеть уникальные природные явления. С поверхности Земли такие красоты заметить почти невозможно. Зато с борта Международной космической станции вполне реально. Вспышки молнии сфотографировали недалеко от острова Нару в Тихом океане. В частности, на кадрах видна так называемая синяя струя. Это молния особой формы, которая словно выстреливает вверх из грозовых облаков. Такие молнии могут достигать высоты в 50 километров в стратосфере, но при этом само явление длится недолго, менее секунды. Кроме того, на видео показана вспышка, которая породила эльфов. Несмотря на фантастическое название, явление вполне реальное. Эльфы представляют собой огромные, но слабо светящиеся вспышки-конусы, которые появляются непосредственно из верхней части грозового облака. Их диаметр достигает примерно 400 километров. По словам ученых, полученные кадры помогут в изучении особенностей погоды на Земле. Наблюдения дают ключ к разгадке того, как молнии возникают в облаках. Исследователи также считают, что подобные молнии могут влиять на концентрацию парниковых газов в атмосфере Земли. Но пока это лишь предположения, которые будут подробно рассматривать в будущем. Уверен, каждый хоть раз видел обычную радугу своими глазами. Выглядит она достаточно интересно и необычно. Но как насчет более редкого явления? Вот вы, к примеру, знали, что бывает туманная радуга. Туманная радуга выглядит как широкая белая радуга, которую образуют мелкие капли воды благодаря рассеиванию и преломлению света в них. На фото туманная радуга может показаться не полностью белой, а с едва заметными цветными полосами, фиолетовой по внутренней стороне и оранжевой по внешней. Если обычно цветная радуга появляется часто,
часто, то белое явление достаточно редкое. Ее можно увидеть, если посмотреть на туман, встав спиной к солнцу. Удивительно, но это явление можно наблюдать и ночью, если сложится пазл из двух условий: густого тумана и яркой луны. Правда, такую радугу называют уже не туманной, а лунной. Кстати говоря о ней, главная особенность лунной радуги состоит в том, что она образуется ночью и порождается луной, а от солнечной радуги отличается только меньшей яркостью. Располагается она всегда на противоположной от луны стороне небосклона. Цвета лунной радуги тяжело рассмотреть из-за особенностей работы колбочек и палочек, потому радуга видится белой. Но снимки с длительной выдержкой позволяют рассмотреть весь спектр цветов. Лунная радуга особенно ярко видна, когда наш спутник приближается к полнолунию. Чтобы увидеть ее, нужно, чтобы Луна находилась над небе под углом меньше 42 градусов. Небо должно быть темным, а напротив спутника должен идти дождь. Вследствие этого увидеть лунную радугу достаточно сложно. Можно увидеть ее около водопадов. Верите ли вы в существование призраков? Если нет, то смею вас огорчить. Они действительно существуют и даже подтверждены наукой. Ну, может быть, не все, но один точно. Называется это фантастическое по красоте явление Брокенский призрак. Свое название получил в честь одноименной горы Брокен, на которой был впервые замечен случайными наблюдателями. Географически гора находится на северо-западе Германии. Данное явление можно наблюдать по всей планете и в любом горном регионе при соответствующих погодных условиях, и не только. Кстати говоря, благодаря данному эффекту не только человек может стать призраком, но и любой другой предмет, оказавшийся на пути света перед туманом. Вот, к примеру, призрак самолета в горах. Научное объяснение данного феномена состоит в природе такое явление, как дифракция. Простыми словами, это огибание препятствий волной света. Во многих случаях данное атмосферное явление сопровождается эффектом глории, разноцветными лучами вокруг тени. Огненный смерч – это редкое и очень опасное природное явление. Возникает оно в том случае, когда несколько разразненных очагов возгорания объединяются в один огромный костер. Воздух над этим местом нагревается, его плотность уменьшается и огонь поднимается вверх. Холодные воздушные потоки устремляются вниз, там моментально нагревается и снова поднимается вверх. Огненный столб увеличивается и начинает закручиваться против часовой стрелки, и скорость вращения воздуха в этот момент может быть около 400 км в час. Внутри торнадо возникает тяга, как в дымовой трубе, только намного сильнее. Температура может достигать 600, 800 и даже 1000 градусов по Цельсию. Как правило, подобные смерчи могут двигаться на несколько километров от места возникновения. Проблема в том, что сам по себе смерч уже опасен для людей. Что уж говорить об огненной модификации. Если огненный смерч образуется в неудачном месте, за несколько минут он может поглотить тысячи людей. Первое документальное свидетельство об огненных столбах, поднимающихся над местом большого пожара, связанный с Великим Лондонским пожаром 1666 года. Тогда над британской столицей появилась огненная воронка от земли до неба. И это породило немало слухов о мистическом происхождении пожара. Огненные столбы наблюдались и во время Московского пожара 1812 года. После землетрясения в Японии в 1923 году огненный смерч пронесся над провинцией Канто. Он бушевал всего 15 минут, но за это время погибли около 40 тысяч человек. 3 года спустя в США сильнейшие огненные смерчи возникли во время пожара нефтехранилищ в Калифорнии, а в 1988 году высокий столб огня наблюдался во время Йеллоустонского пожара. В прошлом году в небе над Канадой удалось сфотографировать странную полосу в небе. Речь идет об этой светящейся полосе света, которая появилась прошлым летом в ночном небе на юге страны. Это атмосферное явление встречается редко. Впервые было открыто в 2017 году. Ученые до сих пор не знают точную природу его происхождения. При помощи спутников специалисты провели анализ и выяснили, что свечение вызвал горячий газ в атмосфере. Его температура достигает 3000 градусов по Цельсию. Некоторые астрофизики сравнивают полосу света с полярным сиянием. По одной из гипотез, феномен появляется после внезапного выброса тепловой кинетической энергии при столкновении заряженных частиц во время геомагнитных бурь. Волосатый лед. На гниющих пнях и деревьях образуются тонкие нити льда, похожие на сладкую вату. Растет волосатый лед на территории между 45 и 55 градусами северной широты.
К этим регионам относится и Челябинская область. Возникают ледяные полосы ночью и исчезают при первых лучах солнца. Оказывается, воду в кристаллы льда необычной формы превращает грибок. Почему это происходит, до сих пор остается загадкой. Но вероятно, все дело в ингибаторе рекристаллизации. Это вещество образуется при температуре близкой к 0 градусов по Цельсию. Вода на дереве или пне из-за холода превращается в пленку и замерзает слоями. Так появляются очень тонкие нити, длина которых может доходить до 20 сантиметров. При этом толщина волокон такая же, как у волос человека. Ученые провели химический анализ и выяснили, что при разрушении древесины грибок вырабатывает сложные молекулы, такие как лигнин и танин, которые, смешиваясь с водой, не дают нитям слипаться. Возможно, именно эти компоненты и приводят к образованию лесной сладкой ваты. Трубчатые облака. Бегущие по небу облака неизменно притягивают к себе внимание. Многие взрослые и дети любят разглядывать причудливые формы, искать фигуры, очертания животных и людей. Но облака — это не всегда привычная белая масса в небе. Они имеют несколько десятков различных проявлений. Одно из самых необычных — трубчатые облака. Трубчатые облака, или вымяобразные облака, как вам удобнее, напоминают то ли срезы труб, то ли воздушные шарики, наполненные водой. Ячейки обычно имеют ярко выраженные границы, но иногда очертания могут быть размыты. Средний размер одной ячейки составляет примерно полкилометра. По цвету они не отличаются от основного серо-синего. В зависимости от освещения есть вероятность увидеть темно-синие, красноватые и даже золотистые оттенки. Время жизни таких облаков от 5 минут до нескольких часов. Как правило, появление этих уникальных облаков способствует грозовой фронт со своим турбулентным движением воздушных масс. Дополнительным условием для их появления является влажный воздух наверху и сухой внизу. Так начинают формироваться облачные карманы, которые наполняются каплями воды или ледяными кристаллами. Под их тяжестью карманы опускаются вниз. Но в комментариях напишите, какое редкое явление видели вы. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.